Сегодня у нас что? Сегодня у нас понедельник, насколько я помню. У нас третья часть разбора младших арканов. Сегодня мечи. Мы с вами уже успели посмотреть жезлы и пентакли. Огонь и землю мы прошли, да. Сейчас мечи, воздух. Ну и останется у нас на следующем занятии, на этой неделе, еще мы с вами успеем разобрать кубки или воду. Да? Сегодня мечи будут. Так что таким образом за эту неделю мы, пожалуй, пройдем младшие арканы. И останется нам еще одно занятие на придворные карты. Я решил их вынести отдельно, потому как за один эфир я не успеваю разобрать и номерные карты, и придворные. Поэтому решил, в принципе, выделить их, выделить придворные в отдельную лекцию, потому как там, в принципе, ничего сложного. Можно будет все придворные карты, все масти разобрать за одну лекцию. Там очень простой принцип, система, иерархия, скажем так. И я думаю, что за одну лекцию у нас получится их разобрать. Всем здравствуйте еще раз. Скажи, пожалуйста, как меня видно, слышно ли, видно ли меня ли? Вот, я так надеюсь, что все хорошо. Будем рассчитывать на это. Будем надеяться. Так, музычку чуть-чуть убавим еще. Она не была такая навязчивая, не всем нравится, но тем не менее я все-таки понял, что мне под музыку как-то проще вспоминается, проще, легче работается. Вот плюс еще что-то жужжит в наушниках, музыка жужжит в наушниках и как-то сосредоточеннее работается. Хорошо, добрый вечер. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, Алла. Диана, добрый день всем. Так, ну что, 7 человек есть. В принципе, я думаю, можно потихонечку начинать. Заинтересованные товарищи еще подойдут. Напомню, что лекцию можно смотреть в записи, без проблем перематывать даже во время эфира. Я постарался так включить, чтобы эфир можно было перематывать и во время самого эфира. Ну и, соответственно, записи тоже можно будет глянуть. Все это будет доступно, как и предыдущие лекции. Все есть на канале. Значит, есть и старшие арканы, и жезлы, есть и пентакли. Сколько там, 7-8 лекций уже, не помню, честно говоря, сколько их накопилось, но уже часов 14-15 точно я наговорил. Есть о чем говорить. Карты, как вы уже заметили, штука глубокая. Не такая плоская, как это видится при первом знакомстве. Есть книги, которые бы я мог порекомендовать, но есть книги, которые я бы не хотел рекомендовать, потому как там вот очень плоско все это видится, все очень-очень плоско. Значит, из тех, кого я хотел бы порекомендовать, это Хайо Бансхов. Вот, давайте даже я в чатик, наверное, напишу этого автора. Часто спрашивают, кого почитать. Хайо Бансхов. Вот этот товарищ, один из самых известных немецких тарологов, наших современников, умер пару лет назад, по-моему, в 2015 году, если я не ошибаюсь. Очень жаль, очень толковый был товарищ, написал несколько книг очень таких интересных, достаточно глубоких, но и в то же время очень легких в прочтении и по астрологии, и по картам Таро. Ну, он больше таролог, чем астролог, поэтому вот, рекомендовал бы. Что бы не рекомендовал, это, ну, наверное, об этом помолчим, потому как не хочется обижать коллег. Вот, но буквально вчера наткнулся на пару книжек, которые мне очень не понравились. Если кому интересно, вы мне пишите где-нибудь в личку, да, в WhatsApp, либо в мессенджер в Фейсбуке. Я вам скажу, что читать не стоит точно. Вот, хорошо, ну что. 12 человек. Здравствуйте всем, девушки, еще раз. И, наверное, будем уже начинать. Сколько? 5 минут у нас мы подождали отстающих. Я думаю, те, кому надо, нас догонят. Ну что, младшие арканы, Таро, третья часть, мечи. Итак, мы с вами рассмотрели уже... рассмотрели с вами две стихии. Напомню, что карты Таро очень удобно, очень естественным образом, абсолютно естественным образом делятся на 4 стихии.
Земля, вода, огонь и воздух. Напомню, что это, в принципе, достаточно удобное деление человеческого социума, так скажем, да. Напомню, что в Древней Индии, в средневековой Индии было принято делить людей на касты, определенное сословие, так скажем. Ну и сейчас там так принято, но уже в меньшей мере. Ну и в Средневековье тоже. 4 касты, 4 сословия. Крестьяне-ремесленники, значит, купцы, воины, либо власть придержащие, это дворянство, да, ну и, соответственно, духовенство, либо люди искусства. О духовенстве, людях искусства мы поговорим с вами в четверг, наверное, я так думаю. Сегодня мы с вами будем разговаривать о людях воздуха. Сангвиники, подвижные, веселые, открытые товарищи, достаточно разговорчивые, потому как стихия воздуха — это в первую очередь стихия обмена информацией, что очень важно. Достаточно инициативные товарищи, очень живые и деятельные. Значит, стихия воздуха относится к 2 активным стихиям. Первое — это, я напомню, огонь. К ним относятся холерики. Воздух — это, соответственно, люди сангвиники, подвижные, веселые, динамичные и достаточно умные. Как образовалось это сословие, скажем так, дворянство? Почему? Что за дворянство, да? Начнем с того, что если брать средневековое аграрное общество, да, то были товарищи, которые производили продукт, то есть выращивали, грубо говоря, зерно, делали горшки, да, рубили лес, что-то там еще, заготавливали уголь, соль, что-то такое, да, то, что можно использовать в качестве материала, либо ресурса, сырья. Ну и, соответственно, так как они занимались только этим, то возникали излишки. Где-то больше, где-то, соответственно, нехватка. Да? В городе, в средневековом городе постоянная потребность в дровах, в угле, в продуктах питания, так как в городе питание не растет. Ну и, соответственно, надо это как-то перевозить из излишков в недостатки. И этим занялись купцы, люди, которые поняли, что вообще как-то производить товары это как-то скучно, грустно, да, можно взять там, где побольше, перевести туда, где поменьше, и на процентик, собственно, с перепродажи, да, так как там, где мало, законы рынка, законы экономики, да, там платят больше. Ну и, соответственно, на эту разницу можно жить. Волка ноги кормят, скажем так. Но тут еще не совсем волки, тут скорее тягловые лошади, да, ездить вперед-назад, это челноки. В 90-х я вырос в приграничном городе, да, между Польшей и Белоруссией. Что такое челноки, я очень хорошо знаю. Это те люди, которые очень хорошо чувствуют веяние, скажем так, социума, где кому что надо перевести, где там в Польше взять это подешевле перевести в Брест, где подороже продать, да, ну и соответственно дальше туда. Все это работало и раньше. Итак, мы имеем с вами уже 2 стихии, 2 касты, 2 сословия, 2 масти. Это пентакли, люди-производители, да, и жезлы, люди-распространятели, передатчики энергии, так скажем, да. Прошу прощения за терминологию такую, как бы, но чем понятнее, чем проще, тем понятнее, я так считаю. Но так как эти караваны в Средневековье... Добрый вечер, здравствуйте. Так как караваны в Средневековье, да и не только в Средневековье, как бы было принято грабить, да, то очень быстро образовался ряд людей, которым гораздо проще взять что-нибудь длинное, металлическое, заостренное, и вместо того, чтобы работать и перевозить, проще взять и ограбить этот караван. Ну и, соответственно, появились люди такого же типа, силовики, так называемые, да, которые ездили вместе с караванами и защищали эти караваны от разбойников.
Соответственно, это были люди оружия, то есть мечи, да. Довольно быстро все это выделилось в профессиональную такую касту, в прослойку, да, так как если ты хочешь делать что-то хорошо, ты должен делать только это. Это мы знаем, да. Поэтому если хочешь быть профессиональным воином, сражаться лучше другого, ты должен лучше другого человека уметь. Для этого ты должен тренироваться, для этого ты должен все свое свободное время посвящать занятиям с оружием. Да? Поэтому как бы времени на то, чтобы выращивать хлеб, либо где-то там спекулировать на чем-то таком, да, чтобы заработать себе на жизнь, у воинов не было. Но зато за свои услуги они брали достаточно дорого. Так как при возрастании уровня этого самого воина освобождалось определенное количество времени, так как чем лучше, чем больше ты знаешь что-то узкоспециализированное, тем больше у тебя времени выделяется свободного, так как ты, в принципе-то, зарабатываешь частью своего труда, да, тебе незачем, как крестьянину, батрачить с утра до ночи, тебе незачем, как купцу, бегать, искать, где продать, что купить, воины определенное время имели свободное, так скажем, в своем пользовании. Выделившись в, скажем так, в более серьезные касты, они закладывали свои поселки. Собственно, по итогу мы с вами увидели вот этого самого князя с дружиной, защитники от воров, от разбойников и прочее, прочее. В общем, выделилась каста людей сильных, воинские, скажем так, образования, которые очень быстро взяли власть в свои руки и сказали, значит, мы вас будем защищать вот в этом городе, в этом поселке, в этой деревне, да, а вы нам за это будете, в мирное время будете нас кормить. Ну и, соответственно, так как война не продолжалась круглосуточно и круглогодично, да, в мирное время воины занимались тем, что оттачивали свое мастерство и имели свободное время. Те, кто побогаче и поумнее, они как бы выделились по итогу в дворянство. Да, то есть люди, у которых есть определенный доход с тех земель, которые они защищают, над которыми они властвуют, силой своего меча, силой своего войска, у них было много свободного времени. Они начали потихонечку изучать высокие искусства. Да? Ну и, соответственно, эта каста мало-помалу стала источником для людей высокодуховных, да, тех, кто от насилия перешел к изучению, скажем так, высокодуховных наук, понял, что сила это не последний решающий фактор, да, что есть еще и боги, так скажем, некая высшая сила, и познание, в принципе, Бога, как некой высшей силы, подразумевало сначала познание самой силы через вот этот самый воздух, через мечи, через взаимодействие с другими людьми силовыми методами. Да? Тут может быть несколько чуть-чуть сложно, но с каждой, скажем так, с возрастанием уровня становится все чуть-чуть сложнее. Да? Если для крестьянина там более или менее просто, ты вскопал, засеял, посадил, оно выросло, ты собрал, ты что-то имеешь. Это проще. С купцами тоже вроде проще, да, найти, где дешевле, где дороже, на разнице выжить. Воины вроде бы тоже, там у них все просто, вот тебе враг, ткнул его мечом, копьем, пикой чем-нибудь острым, да, сделал это по-умному, а не просто силовым методом, да, то есть если ты выучил некое военное искусство, что подразумевает уже работу головой, работу разумом, да, соответственно, ты можешь изучить что-то более высокое, более интересное, и по итогу люди начали уходить от насилия в противоположную сторону, в любовь, в искусство, в прочее такое вот в религиозную тему, так скажем. Это уже кубки, но о кубках мы с вами будем говорить в четверг, сегодня мечи.
Я думаю, что я достаточно четко и внятно вот разделил вам эту, скажем так, систему, да, средневековую систему сословий. Она такая очень общая, так скажем, достаточно астрологически алхимическая, но тем не менее в полной мере в средневековье присутствовала. Так, зачем я говорил про то, что люди познавали силу и только после этого могли познать Бога, могли познать силу воздействия религиозного? Потому как особенно в наше время хорошо понятно, хорошо видно, что слышали такое выражение, да, знание это сила. Так вот, в наше время отчетливо ясно, что вот эта каста воинов, да, она перерождается мало-помалу в касту ученых, в касту людей, которые воздействуют на наш мир с помощью силы разума, с помощью силы информации. Войны сейчас у нас ведутся не столько силой оружия, да, грубого, банального, заточенного меча, а с помощью информации. Войны информационные, войны цифровые, войны, скажем так, высокотехнологичные. В том числе развитие власти происходит в сторону цифровизации, в сторону, скажем так, научного прогресса. Поэтому можно сказать, что каста воинов, сословие воинов из дворянства мало-помалу переросло в касту ученых. Вот. Ну и религиозные товарищи у нас мало-помалу ушли в искусство, в морали образующие, так скажем, стихии. Ну, об этом опять же позже. Итак, что такое меч? Воздух вообще, в принципе, как стихия. Что это такое? Почему именно меч был выбран символом воздуха? Смотрите, дело в том, что основная, допустим, стихия, ну вот Земля, да, что такое Земля? Это материя, это тело, это то, что можно взять в руки. Это некий реальный итог твоей работы, допустим, который в финале ты можешь иметь в руках. Ну вот денежка, да, вот вырыл из земли металл, отштамповал в монету, и это как весомое ощущение твоей работы. В конце каждой работы ты имеешь прибыль, да? Ощущение денежки, да, так скажем. Почему тут жезл, почему палка? Ну, во-первых, очень часто современные тарологи, в том числе российские, тоже русские авторы, да, русских авторов я не читаю, я читал Колесникова, там некоторые вещи очень спорные, но тем не менее интересно. Из русских авторов я еще читал, вот если брать стихии, да, но это скорее астрология. Товарищ был астролог, тоже не так давно, к сожалению, умер. Вессалом Подводный такой товарищ. Очень много пространно писал, но очень интересные, умные вещи. Вот его еще можно читать. Но так как тарологов, астрологов сегодня много, все, кто во что гораст, склоняют эти карты, считают, что вообще жезл это символ власти. Нет, не столько власти, сколько символ мужского делания, мужской инициативы, так скажем, да. От чего у нас скипетр и держава, да? Вот, собственно, вот этот скипетр, вот это держава. Да? Вместе это символика обладания властью над как активным элементом, да, жезл это тот же лингам, да, то есть мужской мужской принцип власти, так скажем, да, ну и женский круглый, то есть что можно оплодотворить и чем можно оплодотворить. То есть в результате этого и зарождается жизнь, что-то происходит. Все это взаимодействие двух начал. Активного мужского, тем более жезлы тут рисуются так достаточно с намеком таким, да. Ну и, собственно, женского как воспринимающего. Земля, она принимает в себя ту воду, которую с неба льет, ну, скажем так, божество.
Вот. Жезлы тут не столько символ власти, сколько символ активности, да, активного роста на вот той энергии, заложенной внутри ростка, который может, ну вот, ломать асфальт, да, и становится неукротимой силой желания расти, желания двигаться. Вот. Думаю, что этот символ, ну, росток, да, он понятен. Огонь, он тоже растет, он тоже движется вверх, он постоянно в движении. Земля, она скапливается вниз, она оседает. В нее, как в ил, уходит все по итогу. Да? Это пассивный элемент. Воздух — это активный элемент, опять же, но элемент, который разделяет что-то, отделяет что-то от чего-то. Что такое воздух, в принципе? Это пространство, да? Это вот то, что находится между чем-то и чем-то, вот между правой рукой и левой рукой. Мы с вами видим воздух. Чем ближе, тем меньше воздуха. Если воздуха нет, то это все сливается в одно. Воздух разделяет одно от другого. Нож, остро отточенный нож, отделяет одну часть от другого, образуя как бы воздух. Понимаете? Причем действие это происходит силой, да, то есть силой отделить одно от другого. Почему это стихия науки? Потому что ученые руководствуются своей деятельности именно этим простым принципом. Отделить одно от другого, верный результат от неверного и повторить еще раз, да, научный подход. Ученый берет скальпель, нож, разрезает мертвого человека, смотрит, что там внутри, и изучает строение организма, да, ну, в средних веках, да. Чтобы понять, как оно работает, нужно разломать и глянуть, что там, разделить на две части. Вот основной принцип меча как стихии воздуха. Вот, опять же, это силовое воздействие, да, если оставить, оно не распадется само. Разве что со временем, но это как бы у нас здесь нет времени, у нас здесь есть 4 стихии как элемент взаимодействия всего в мире. Время тут не учитывается, отдельно оно рассматривается как пятый элемент, да, но в картах Таро этого нет, скорее есть намеки на время. Собственно, что еще нужно добавить по мечам? Само собой, что это стихия воинов, как информационных войн, так и силовых вот по старинке, по средневековью. Поэтому пики, да, кстати, вот я вам обещал, что покажу соответствие мастей и современных, да, символов. То есть вот эти трефы — это листики, которые растут на жезлах. Да? Я думаю, что видно. Вот те самые листики, да. Пентакли — это, ну, несколько сложно узнаваемые, но понятно, что это драгоценные камушки. Опять же, драгоценные камни как символ богатства, вынятого из земли. Опять же, вот вам эти рубины, да, либо бриллианты. В английском языке масть так и называется — diamonds, то есть эти бриллианты. Либо алмазы, да, diamonds. Воздух — это пики. Это не листик, как бы вам не хотелось проще всего решить, да, это вот та самая пика, которая одевалась на древко, она имела снизу такой раструб, в который можно было вставить древко копья. Ну, либо меч, да, вот ручка и что-то острое режущее. Вот. Ну и, соответственно, кубки — это сердца. Об этом чуть-чуть позже. Сердца, либо чирвы. Так, вернемся к воздуху. Опять же, мы видим, что тут у нас корона, как символ власти. Власть, данная свыше. Власть, данная от Бога. Об этом мы опять же вернемся чуть-чуть позже. Через пару карт мы с вами увидим, что масть мечей,
Воздух очень хорошо подходит именно для понимания власти. М, Собственно, мы с вами видим, что жезлы и пентакли, да, они не имеют такой короны, а вот масть мечей такую корону имеет. Намек на то, что как бы люди воинского сословия призваны свыше, чтобы нами управлять, чтобы как бы нами володеть. Вот. Вот такие дела пироги. Значит, собственно, как я говорил уже раньше, тузы это, в общем, обозначение стихии. То есть, если вам встречается в раскладе меч, значит, речь идет скорее о чем-то разумном, о чем-то логичном, о чем-то таком, что можно обработать как информацию. Это речь, это что-то написанное, это некое логическое понятие, которое можно объяснить на словах, на пальцах, на буквах другому человеку. Да? Любого рода информация — это мечи, в том числе и силовое воздействие. Да? Заставить что-то сделать — это передать человеку некую информацию. Да? То есть силовое воздействие происходит, как правило, либо непосредственно оружием, да, либо кулаком, да, руками, силой, либо с помощью слов, с помощью информации, да, напугать человека, сказать: я тебя сейчас убью. Человек воспринимает эту информацию и хочет от тебя отдалиться. Да? Опять же, что такое страх? Страх — это желание уйти от источника страха как можно дальше, да, увеличить количество воздуха между тобой и предметом страха, да, предметом, который вызвал у тебя страх. Если кубки — это желание слиться в одно, да, что и символизирует, в принципе, кубок, да, это то, что сливается, то мечи — это скорее разделение, уйди. Я боюсь твоего меча, я боюсь твоего ножа, я буду подальше. Отрежь от хлеба кусок, отдели, да. Опять же, это не носит оттенка страха постоянно. Это скорее перевернутый меч, да, перевернутый туз мечей, перевернутые карты Таро. Они всегда несут оттенок негативный, но того же понятия, о котором речь идет в карте. То есть воздух, он не добрый и не злой. Информация — это просто информация. А вот как мы уже используем эту информацию, от человека зависит, да, от воли человека, от желания человека что-то как-то сделать. Масть мечей привязана к какому-либо времени года. Если у вас есть желание привязать, то, в принципе, можно привязать. Но я никогда за свою работу не задавался целью привязывать стихию именно к времени года. Все зависит от того, как вы хотите это, скажем так, трактовать. Ну, окей. Мечи — это скорее зима, да, это холод, страх, страх смерти, это ощущение того, что делать нечего, да, размышления о будущем, что мы будем кушать весной, хватит ли нам еды до весны. Жезлы — это скорее растущее, новый рост, это скорее весна. Пентакли — это урожай, итог чего-то, да, ощутимый физический итог, это скорее осень. Ну и лето, самое беспечное время, в которое проще всего любить все окружающее, да, где все растет, цветет и пахнет, и нет нужды воевать, так как всем хватает плодов, ягод и прочего всего такого. Это скорее кубки. Вот можно так разделить, пожалуйста. Итак, почему стихия мечей, почему мечи не надо считать такой плохой стихией? Вообще ни одну из карт не стоит считать плохой, злой, негативной к вам. Каждая из карт просто обозначает некое событие, некое ощущение, некий символ, да, который может быть к вам расположен как благоприятно, так и неблагоприятно. Но это зависит от точки зрения самого человека. Информация для одного человека может быть положительной, для другого человека может быть отрицательной.
Человек с мечом, либо вообще меч, он может быть как защитником, так и нападающим, да. Это может быть как символ бандита, так и символ защитника-воина, да. Вот, поэтому, в принципе, да, вот на гербе чего там ФСБ, ФСО, да, вот меч, да, это вот символ вооруженной защиты, да. Воины, они еще и защитники, да, как ни странно, они не только убивают людей, но и убивают врагов. То есть вроде бы хорошо, да? Смотрите, человек, работающий с информацией, для нас это разведчик доблестный, да, а для наших противников это злостный шпион, да, то есть все зависит от точки зрения. Поэтому меч, если он к вам ручкой, то это хорошо, если он к вам острием, то это как бы не очень хорошо, все зависит от точки зрения. Вот. Информация это просто информация. Как вы ее используете, это уже другое. Ну и, конечно, сила. Как я уже говорил раньше, сила информации. Человек рано или поздно понимает, что гораздо проще победить другого человека с помощью информации, а не с помощью тупой силы. Тупая сила, просто удар в лицо, это самый низший уровень, да, это проще всего. Воин в течение всей своей жизни, он учится искусству противостояния. Что такое воздух? Это вот противостояние, это ощущение, что тебя что-то побуждает к действию. Это не желание. Желание это огонь, да, это наше внутреннее желание. Вот нам что-то хочется, да, мы по жезлам будем чувствовать рост своего желания. А вот воздух, как мечи, да, это символ того самого воздуха, который дует в парус. К нам он отношения особо не имеет, но он может нам либо помогать и дуть к нам в парус в нужную сторону, либо наоборот дуть против, да. Причем это как информация. Отсутствие информации это как отсутствие воздуха. Ты не знаешь, что делать, не знаешь, куда плыть. Если нет воздуха, паруса висят, ты не движешься. Да? Отсутствие силы, отсутствие информации равносильно. Вот. Поэтому вот это вот ощущение силы, взаимодействия, это то, что дает нам воздух. Опять же, информация, почему связана с воздухом, от того, что львиная, ну практически с 95% информации, которая приходит к человеку, она приходит посредством воздуха. То есть мы что-то видим сквозь воздух, да, ощущаем это вот, что вот к нам что-то приходит, либо слышим, вот. Только, наверное, 5% человек может ощущать пальцами, там, нюхом, что-то такое, да. Это скорее ощущение по земле, да. Ощущение по земле — это вот нюх, обоняние, осязание, да. А вот зрение и слух — это вот ощущение по воздуху. И львиная доля информации к нам приходит именно через глаза, через уши, через воздух. Я считала, что в масти мечей сила. Ну да, сила и есть. Сила, знание — сила. И информация — это сила. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. У кого есть знание, тот имеет оружие. Вот такие дела, пироги. Собственно, как-то так. Вот, в общем и целом, характеристика туза. Туз пик, туз мечей. Кстати, широко известно, что во время Вьетнамской войны американские летчики и десантники особенно очень любили карту Туз-Пик. Вот, они считали ее символом страха, и себе вот за ремешок каски они очень часто Туз-Пик втыкали. Вы, может быть, видели в кино про Вьетнамскую войну. Это считалось как бы смерть с воздуха, да? Вот прям практически прямой намек. Хорошо. Итак, человек обладает некой информацией, либо некой силой, имеет желание что-то сделать, он понимает, что нужно что-то делать. Прямое знание — это как меч. Он у тебя есть, ты его можешь использовать так, как тебе заблагорассудится. То есть, если у тебя есть мысль, ты ее можешь думать, соответственно, этой мысли ты можешь как-то поступать, взаимодействовать с кем-то,
да, влиять своей силой на кого-то другого. Меч — это в первую очередь средство влияния. Информация — это то, что представляет ценность для того, чтобы ты мог что-то осуществить, сделать, повоздействовать на ситуацию, повоздействовать на других людей. Вот что такое меч. Вот что такое сила. По двойке. Что у нас такое двойственность вообще? Это вот есть одно и есть что-то другое. Вот, в принципе, и вся песня. Двойственность — это ощущение противоположной стороны. Если по тузу мы видим просто силу, ветер, который дует в одну сторону, да? По двойке мы ощущаем борьбу двух противоположностей, да? Утром ветер дует с моря, да, вечером воздух дует в сторону берега, да, то есть вот эта смена ветров, да, муссоны и пассаты, слышали, да, вот, это ощущение того, что если ты что-то знаешь, может быть другой человек, который знает что-то другое. Если у тебя есть мысль, то может быть противник этой мысли. Если ты думаешь что-то, если ты уверен в какой-то точке зрения, да, если у тебя есть некая картина мира, то ты спокоен. По тузу пик ты обладаешь информацией, у тебя есть точка зрения на мир, ты можешь с помощью этой точки зрения произвести некие действия, да. А вот двойка — это ощущение того, что а вдруг ты не прав. Это другая точка зрения, это другая информация, вторая, грубо говоря, да, вторая версия событий. Человек по второй версии событий начинает теряться, он начинает не понимать. Подождите, я же думал вот так, а оказывается, может быть еще вот так. К человеку приходят сомнения. Сомнение — это вторая мысль, да, которая вроде бы равносильна первой, и ты не можешь выбрать. А мы с вами помним, что двойственность — это ощущение выбора, это ощущение того, что вот есть одна форма, можно ее перекрутить в другую форму, есть одна монетка, ее можно увеличить в две, есть одно зерно, его можно посадить, вырастить, станет два зерна, ну там 2, 10, 25 и так дальше. У тебя есть одно желание, но ты чувствуешь в себе второе желание сделать что-то еще, да? Ну и, собственно, мечи, воздух — это у тебя была мысль, ты ее спокойно себе думал, да, и тут раз появляется вторая мысль, другая информация, противоположная точка зрения. Человек говорил одно, потом начал говорить другое. Когда есть двойственность в ощущениях, нет уверенности в себе. Нет уверенности в том, что сказал другой человек. Вот человек дал тебе одно слово, да, ты ощущаешь это слово твердое, как сталь, как меч. Я дворянин, я человек слова, если я дал слово, значит все, будь уверен. А тут два меча, да, тут два слова. Как так? Ты дал это слово, либо это? Ты не можешь менять свое мнение, да? Поэтому ощущение двойственности — это всегда ощущение сомнений. Ну, по крайней мере, если ты работаешь с информацией. У тебя есть один набор информации и второй. Чему верить, ну, тут нужно проверять, да? На доверии уже не прокатывает, уже нужно проверять, какая из точек зрения для тебя более правильная. Поэтому эта карта, как правило, говорит о том, что есть другая точка зрения, и работать просто на доверии не стоит. Доверяй, но проверяй. Нельзя сказать, что это плохая карта. Но если речь идет об отношениях доверительных между мужчиной и женщиной, любовных, да, то вот ощущение того, что я тебя, конечно, люблю, но я проверю там твой список контактов на всякий случай, кто тебе звонил, вот это всегда носит оттенок негатива. И традиционно, так как карты Таро в 95% случаев используются для просмотра отношений между мужчиной и женщиной, вообще эта тема очень женская, да, женщина очень часто интересует именно отношения, то традиционно считается, что масть пик, она такая плохая, нехорошая. Потому что это не по-женски бить в лицо, да? По-женски как-то искать консенсус, договариваться, приспосабливаться к другому человеку, чтобы вместе можно было что-то сделать. Поэтому масть кубков, да, женская, любовная линия, вот тут карта уже очень хорошая, да? А вот масть мечей — это отделение.
мужчины от женщины, да? Подожди, да, я издалека гляну в общем и целом и пойму, можно ли тебя ко мне приближать вообще, да? Вот. Плюс еще, как бы, если мы берем символику вот самой карты, здесь два таких есть очень ярких символа. Я не буду заострять внимание на Луне, да, на позе девушки, которая, в принципе, имеет отношение к старшему аркану справедливость, да, там, где есть двойственность, весы, да, и ощущение того, что данное слово должно выполняться, а не нарушаться. Не может быть второй точки зрения для того человека, который дал слово. Мы будем смотреть скорее на саму позу. Это поза закрытости, ощущение, что я хочу остаться наедине с собой. Вот у меня два меча, не подходите ко мне, вообще я в домике, да. Вот, это традиционная поза, которая считается у психологов вот закрытой позой, да, вот так вот. Если человек сидит и с вами так общается, значит, он не очень хочет к вам обниматься, лезть, да, он хочет скорее вот сам себе там вот что-то такое, ну, я послушаю. Поза недоверия, это поза закрытости. Плюс ощущение того, что есть разного рода информация, не только та, к которой ты уже привык, вот по мечам, у тебя есть один способ действия, и ты знаешь, что я буду действовать так. У меня есть меч, я могу им как бы вот рубить так, как я им могу рубить. А тут есть два меча, им можно рубить и так, и так. И нужно соображать, в какой момент рубить этим мечом, а в какой момент рубить этим. В какой момент принимать одну точку зрения, а в какой другую. Это символ того, что на пути тебя могут ждать какие-то неприятности и внезапности. Доверяться просто так не стоит. Могут быть подводные камни. И мы с вами видим вот два этих рифа, и причем они так отчетливо, ярко выражены, да, таким вот темно-коричневым цветом на фоне воды. Вода — это эмоции, да, а подводные камни в эмоциях — это во всех отношениях, кроме ощущения слияния двух душ, двух сердец, двух людей, есть подводные камни, поэтому доверять полностью 100% не стоит. Что-то стоит оставить только для себя. Вот. Это неплохо и нехорошо. Просто такое должно быть. В отношениях это, конечно, не очень, да, поэтому карта считается не очень хорошей. Но вспомните про себя, пожалуйста, сколько раз ощущение того, что вообще человек вроде хороший, но давайте мы его сначала проверим, да, а потом уже мы ему доверимся. Сколько раз вас это спасло? Меня, ну, скажем так, спасало очень часто. Вот, особенно с работой по интернету, это крайне необходимая карта. Это что я тебе верю, конечно, да, но через интернет обмануть гораздо проще, да, чем лицо в лицо. Поэтому я, допустим, всегда работаю с клиентом по этой карте. Я работаю по предоплате, если уж так скажем. Вот. Вот такие дела, пироги. Почему? Потому что деньги всегда можно вернуть, если тебе их прислали, и у тебя есть эти деньги, ты знаешь адрес человека, ты можешь ему вернуть эти деньги. Но вот человек, если тебе не выслал деньги, ты с этим сделать ничего не можешь. Роман, Антонина, здравствуйте. Роман, а на вопрос да или нет, эта карта может значить и да, и нет? Любая карта может значить и да, и нет, если если вы рассматриваете ситуацию только вот так вот в черно-белом варианте. Дело в том, что карты — это работа с вариативным будущим. А будущее, так как для нас, теперешних, оно не существует, да, то оно не определено со стопроцентной вероятностью. Есть какие-то вещи достаточно очевидные, они сбудутся и так. Есть вещи, сбытие которых, да, осуществляется не только с помощью вот судьбы, да, и случая, но и с помощью наших действий. Поэтому ну, считается, как бы, да, есть очень простые такие примитивные способы гадания, да, когда ты просто перетусовываешь колоду и достаешь карту, да. Если она прямая, значит да, если она перевернутая, значит нет. Ну, вот это примитив такой, да, ну, он как бы вроде работает, люди им пользуются. Есть традиция, на мой взгляд, какая-то она не очень состоятельная, что если выпадают именно мечи, то это значит нет.
А если кубки и другие масти, то это значит да. Ну и опять же, люди могут придавать значениям карт положительные и отрицательную символику. Например, дьявол — это плохая карта, да, смерть — плохая карта. Еще там какая-нибудь башня — это вообще очень, очень страшная карта, и повешенный — плохая карта, и там. А вот император — это хорошая карта, это такой импозантный мужчина, и вроде как улыбается там тебе сквозь бороду, поэтому, ну, скорее всего, и эта карта хорошая. То есть, вот да, нет, такое черно-белое видение, это, ну, это не инструмент таролога. Таролог должен понимать, что любая ситуация, она как минимум может сказать тебе «да, но» и продолжить. Либо «нет, но» и продолжить. Вот. Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. На двойке мечей девушка на карте как бы защищается, но от чего? Это как бы символ как бы сомнений. Мне вот слово «как бы» нравится от того, что оно такое же вот сомневающееся, как эта вот девушка, да? То есть я тебе как бы верю, но я, пожалуй, пока вот как бы так посижу, чтобы как бы чего не было, да? Вот. Если просто довериться и плыть по морю, не сверяясь с картами, не проверяя себя, дай-ка я себя проверю по карте на всякий случай, можно очень легко упороться в риф в какой-нибудь, в подводный камень. Люди судят по ассоциациям. Да, люди судят по ассоциациям, так оно и есть. Оно так всегда бывает. Ну, соответственно, есть у вас мысль, есть у вас информация, да, вот туз — это информация, с помощью которой вы можете что-то сделать. Либо есть у вас желание что-то сделать, как-то повоздействовать на ситуацию. Есть варианты, есть и так, и так. Можно по-нашему, можно по-вашему. Можно так, как я думаю, а может быть это так, как вы думаете. Давайте проверим, давайте посомневаемся, да, взвесим все за и против. Вот опять же весы, вот там девушка с весами в старших арканах, это Фемида, да. Хотя, по сути, это юстиция, да. Ну да ладно. Из двух мыслей всегда рождается третье, всегда нарождается некий итог. Если ты чувствуешь, что вот есть мысль, а может быть что-то еще, нужно поработать с вариантами и сплести их в одно, да? Но если у тебя есть некая информация, с которой ты можешь работать, ты всегда приходишь к некоему выводу, к определенному выводу. А, Традиционно эта карта считается, опять же, нехорошей, потому что тут сердце, пронзенное мечами, ну это прям вообще ужас, плохо-плохо. Ну, само собой понятно, да, это либо что-то болезненное, либо что-то такое вот в прямом смысле слова, да, там проблемы со здоровьем, сердцем. В плоском смысле эта карта может значить и проблемы со здоровьем. Но так как это троечка, да, то есть самое начало, ну не самое, ну такое начало цифровой линии из 10 карт, то это проблемы скорее на троечку. Так, но вот если брать здоровье, да, я редко смотрю здоровье, крайне редко, но вот у меня эта карта выпадала а, на операции, которые такие не опасные для здоровья, но очень полезные, нужные, да, типа там зонд ввести через микроразрез, да, либо там удалить аппендицит, да, что-то такое не связанное с опасностью для жизни, но болезненное, да, что-то неприятное, что нужно принять к сведению, сделать некие выводы. Вот у тебя были сомнения, твои сомнения могут подтвердиться. Работая с двумя типами информации, ты приходишь к определенным выводам. И эти выводы весомы, как и две точки зрения. Мы с вами помним тройку жезлов, да, там было взаимодействие с другим человеком. У тебя есть одно желание, у партнера есть второе желание. Вам нужно прийти к консенсусу, вам нужно договориться. Это символика торговли, да? Я хочу такую цену, ты хочешь такую цену. Ну, давай придем к какой-то средней цене. Ни нашим, ни вашим, да? И возникает третья цифра, да? Некая средняя цена. По тройке пентаклей должно быть взаимодействие в коллективе, так как один может делать одно, второй видит ситуацию с другой стороны, заказчик вообще хочет себе там отгрохать
черти что за какие-то смешные деньги, да, всегда нужно находить вот этот консенсус, вот это взаимодействие между разными сторонами ситуации. По тройке мечей мы с вами приходим к какому-то определенному выводу. Если по двойке у нас только сомнения, они могут и не подтвердиться. Вот, поэтому тройка это итог неких рассуждений, итог некой первичной обработки информации. Это что-то, что мы получили по итогу рассуждений, по итогу общения с другим человеком. Наш меч — это как бы наши слова, второй меч — это слова второго человека, ну и, соответственно, третий меч — это то, что может получиться из взаимодействия двух разнородных информаций. Сомнения всегда ведут нас по пути желания понять, сделать некие выводы, найти что-то, найти ответ. Двойка — это отсутствие ответа, это наличие второй точки зрения, где ты не можешь понять, какая из точек зрения правильная. По тройке ты приходишь к определенному выводу, ты рассуждаешь. Рассудительность, да, это карта хорошая, если человек хочет понять второго человека. По кубкам у нас идет общение эмоциональное, да, а по мечам у нас идет общение логическое, информационное. Сели, поговорили, пришли к какому-то выводу. Это воздействие скорее словами. Если брать, опять же, такой вот уровень мощности воздействия, это не удар в лицо болезненный, да, от твоего противника. Это скорее оскорбление от твоего противника, которое больно ранит сердце, но по троечке, в принципе, принял к сведению, понял, что с этим человеком больше общаться не стоит, да, раз он такими словами разбрасывается, а раз он не понимает, что слово может ранить очень больно, то это как бы, вот. Ну и опять же, это подтвержденное либо неподтвержденное сомнение, да, это некий вывод, который может быть как хорошим, так и плохим. Ну, традиционно, еще раз, пики, они считаются как бы плохие, так как речь о любви, а вот там, где нужно объяснять свои чувства, доказывать свои чувства, вот тут уже как-то так, что-то так не очень, да, уже обидненько становится. Вот тройка мечей — это скорее обида, словесная обида чаще всего. Теперь о символике карты. Тройка мечей, сердце, пронзенное чем-то. Вообще это достаточно старый символ. Давайте погрузимся чуть глубже, да. Нашел я одну колоду карт 1500, не помню какой, нет, 1600 уже, по-моему, даже год какой-то, это 15 век. Соло Буско Таро, итальянское Таро, в котором младшие арканы тоже, кстати, были проиллюстрированы, но без особых там каких-то специальных идей. Скорее там пару карт есть с идеями, а остальные просто там какие-то рисунки такие для красоты, чтобы без особых намеков на то, что они там прям какой-то смысл несут. Но тем не менее, вот один в один 1600 какой-то там год, Италия. Пронзенное сердце — это, само собой, символика одной из ран Христовых, потому как 4 раны — это вот ладони и ноги, да, ну и копье, которым легионер поразил Иисуса, проверяя, умер он или нет, вот это 5-я рана Христова, да, вот под ребра, либо в ребра там как. Вот. Есть символика сердца, израненного терновыми венцами. Это прям отдельный культ Пресвятого Сердца Иисуса Христа. Есть такое отдельное направление в католической религии. Вот. Рисовали сердце по-разному в средние века, но символ израненного сердца — это был в первую очередь символ душевных терзаний, душевных мук. Не столько физических, сколько именно душевных. Ну, от чего, в принципе, символика сердца понятна. Однако, если брать средневековую символику,
Был один святой, а мы помним с вами, что вообще этот самый Уэйт, он не мог достаточно открыто использовать некую символику, особенно если дело относилось к христианству. То есть, да, мы с вами видим не перевернутый крест со святым Петром, с апостолом Петром в повешенном, а просто видим повешенного вниз головой человека, хотя в Средневековье все понимали, о чем речь идет, но напрямую рисовать святого Петра на игральных, ну, якобы картах, да, было нельзя, иначе можно было загреметь очень быстро. Вот. Святой Августин, как символ ищущего сердца, сомневающегося и постоянно ищущего ответы сердца, это вот прям символика святого Августина. А, од- Две его самых известных фразы, да, это «Ты создал нас для себя и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». То есть символ страждущего, ищущего сердца, неспокойного. Неспокойствие в любви — это плохо, да? Вот, но в воздействии на другого человека ты что тут сел, да, иди работай, это очень серьезный символ. Ну и вообще символ пронзенного сердца стрелой, да, чем-нибудь острым. В принципе, это был символ святого Августина, так как еще одна его знаменитая фраза «Ты пронзил сердце мое стрелой любви твоей», да. Оттуда и пронзенное как бы сердце. Но мы с вами помним, что эти ребята в большинстве своем, они вот в те времена, да, а это где-то 530 год нашей эры, по-моему, это в основном Италия, либо вот Римская империя, да, вот оно все такое было очень тесно привязано к символике античности. И до сих пор очень много из символики античности у нас присутствует, даже если мы об этом не знаем. Вот на эту тему будет очень интересное начало следующей лекции вообще по поводу, что такое кубки, почему именно кубки символ религии, да, а не крест, допустим, да, не какой-нибудь нимб символ, да, любви как святости, а вот именно кубок, казалось бы, да. Вот. Но, собственно, если брать святого Августина, это один из очень уважаемых товарищей в христианстве, ну и в католичестве в частности, потому как именно он придумал принцип того, что вообще-то как бы власть, которая есть над людьми, она дана им свыше Богом. Да, то есть не просто так вот как какой-то человек более сильный пришел и завоевал тебя, и теперь ты должен ему подчиняться от того, что он сильнее. Нет, он имеет над тобой власть от того, что Богом так устроено, и вообще вот вся эта символика власти была придумана святым Августином, и в ней было четко прописано, то вот есть как бы крестьяне, низшие сословия и прочее, прочее, есть над ними дворянство, да, а над дворянством есть духовенство, и духовенство вообще должно рулить всем. Вот, по этому принципу и была создана, ну, так скажем, власть римского католичества над всей Европой впоследствии. За это как бы католики были очень благодарны святому Августину за то, что он высказал такую вот мудрую, разумную мысль, что вот вообще вы, короли, все молодцы, вы, конечно, сильны силой своей, но мы сильны своей любовью, да, божеской любовью, поэтому вы нас слушайте и направляйте неразумных силой своего меча туда, куда мы вам скажем, так как нам виднее, мы с Богом общались. Вот, по этому принципу как бы святой Августин очень-очень уважаемый товарищ среди христиан. Я к чему? Я к тому, что эта символика, она достаточно понятна для тех, кто хорошо понимает в христианстве. Для Уэйта она была очевидна, так как Уэйт вообще вырос в очень, скажем так, религиозной семье. И до самой смерти был очень верующим человеком. Собственно, он сюда всю эту символику внес, как ощущение того, что сила, она должна присутствовать по умолчанию.
Вот, ну, собственно, если сердце наше не успокоилось, а в поисках ответа нашло все-таки ответ, мы приняли некое решение, да, у нас было два варианта, как действовать, так, как мы думали раньше, либо так, как нам вот пришла еще одна мысль с помощью другого человека, да, мы пришли к какому-то определенному выводу. По тройке это всегда приход к какой-то новой идее, да, к синтезу чего-то с чем-то, к зарождению новой идеи, и эту идею было бы хорошо обдумать. Теперь мы смотрим, что за символика. Так, можно ли сказать... Почему-то эту карту называют три кручины. Ну, как, почему? Тут понятно. Сердце пронзенное, терзание, сомнение. Вообще, что такое печаль? Да, это понимание того, что вот ты хотел что-то как-то сделать, а оно не вышло. И не получится так, как тебе хочется. Это взаимодействие двух сил. Силы твоего желания и силы обстоятельств. Вот то, что ты... Почему бывает обидно? Да? Потому что ты что-то хочешь, и ты не можешь это сделать. Знаете, вот что значит плакать от обиды? От обиды это вот ты понимаешь, что ты ничего сделать не можешь. Люди плачут от бессилия. Вот. Если они видят, что что-то можно делать, они не печалятся, они делают, исправляют ситуацию. Печаль приходит от понимания собственного бессилия. Если ты не можешь исправить ситуацию, ты понял, что вот ты хотел так, а оказывается нужно так, а по третьему мечу ты еще и понял, что вот это окончательно, да, то есть, вот в самом деле так оно, и вряд ли что-то выйдет. Плюс как бы символика плачущего воздуха, да, дождливого неба — это символ печали вообще, в принципе. Вот, такие дела. Можно ли сказать, что тройка мечей — это такая принудительная хирургия наподобие карты башни? Я бы не сказал, что карта башни — это принудительная хирургия. Это может быть как хирургия, просто потому что тут внутренний орган и ножик, да, то есть символику вы переплетаете потом сами. Все зависит от того, как вы видите эту карту, как вы ее ощущаете. Истинную символику я вам сейчас как бы объяснил, да, вот есть две мысли, которые порождают у тебя некий итог. Ты приходишь к определенному выводу, который тебя либо печалит, либо заставляет смиряться с тем, что действовать нужно не так, как тебе хотелось раньше. Вот. Поэтому, в общем-то, разбитое сердце прежде всего из-за слов, а не из-за действий. Кто вам такое сказал? Можно молча так сердце разбить, да, что мам не горюй. Слова, по сути, это те же самые действия, только не нуждающиеся в физическом овеществлении, так скажем. Вот. Обидеть можно молча ударом в лицо, а можно такое сказать, что человек без всякого удара обидится гораздо сильнее. Поэтому, опять же, меч, информация — это и есть та сила, с помощью которой вы воздействуете на человека. Меч — это оружие джентльмена, дворянина, да? Он следит за своими словами, так как он понимает, что словом можно ранить ничуть не хуже, чем мечом. Поэтому это может быть и так, и так. Слова можно интерпретировать по-разному. Интерпретировать по-разному мы столкнулись в двойке мечей. В тройке мечей мы поняли, что, что он хотел сказать, это вот. То есть приходим к определенному ощущению того, что мы что-то поняли, по тройке мечей. По четверке мечей мы должны это дело обдумать. Почему по четверке мечей мы должны обдумать? Потому что четверка — это, в принципе, символ по четверке четверка, в принципе, это символ стабильности. Ощущение того, что все твердо стоит на одном месте. Палатку растягивают за 4 колышка. Машина стоит на 4 колесах, чтобы не упасть на бок, да? Стул, стол, их все ставят не на 3 ножки, так как 3 ножки — это такое еще, шаткое, сомнительное, как бы, такое еще дело. А по четверке мы приходим к определенной стабильности, пониманию того, что вот это правильно, что вот это то, что хотя бы временно, но может стоять на месте более или менее четко, да?
Вот. Кстати, вот я вам обещал найти изображение хупы, да? То есть это балдахин, под которым иудеи заключали брак. Также называется и сама церемония, да, церемония бракосочетания. И вот эта хупа, да, то есть вот эти 4 столбика, которые увиты цветами и на которых еще там либо ленты, либо полог, да, это символ того, что вот, во-первых, над нами еще есть небо, еще есть Бог, как ощущение чего-то над нами. Ну и, конечно, это будущий дом, который пара построит вместе, то есть это ощущение стабильности в будущем. Мы обязательно вместе будем в горе и в радости, вместе вдвоем навсегда. Вот это ощущение стабильности. Нашел я все-таки эту картинку, как вам и обещал. Теперь, что такое ощущение стабильности по воздуху? Это одна и та же информация. Не одна, как в принципе, да, вот просто вот какая-то идея. Это как бы 4 разные информации, но в стабильном положении, да, то есть мысли, которые ходят в определенном стабильном порядке. Это ощущение того, что надо сесть и подумать еще раз, потом еще раз, потом еще раз, да, это вот ощущение, которое мы имеем в лифте, который едет, мы вроде куда-то движемся, да, но мы вот можем максимум, что ходить, это вот по 4 углам, вот. Вот. Почему такая символика? Что за гроб вообще, да? Почему тут товарищ лежит, сложив руки? Надо вспомнить, и вообще надо помнить, не стоит забывать, что уважаемый А.Э. Уэйт, да, Артур Эдвард Уэйт, был масоном, уважаемым товарищем масоном, который стоял еще в масонском магическом ордене Золотой Зари, да, и у них была определенная ритуальная символика и определенные ритуалы в принципе вообще, да. То есть перед посвящением в следующий градус масона, либо человека, который претендует на то, чтобы стать там учеником, подмастерьем, либо мастером, собеседование с ним проводилось в одиночестве, да. В принципе, вот очень интересная сцена есть у Льва Толстого в «Войне и мире», да, если вы помните со школьного курса, кто-то с университетского помнит, может быть, Пьера Безухова принимали в масоны, и там была сцена, где описано в общем, как все это проходило. Один из этапов принятия в масоны заключался в том, что человека оставляли в одиночестве, в темной комнате, да, либо в келье, либо в часовне, где он должен был предаться размышлениям, обдумать вообще, правильно ли я делаю, надо мне это, либо нет, зачем. Чтобы ему не мешали своими вот желаниями другие люди, своими словами другие люди. Четверка мечей — это то спокойствие, в которое ты должен закрыться от других людей, чтобы спокойно наедине самому с собой подумать о том, что вообще происходит в твоей жизни, как нужно действовать дальше. Стабильность мысли. Мысли — это живой процесс. Воздух, он умирает, если он замирает, да, его как бы нет, он как бы исчезает. Воздух мы замечаем в каком-то действии, да, то есть если воздух дует, если он движется, мы его видим, слышим, а так он для нас не видим, как бы его нет. По четверке мечей это пауза, которую должен взять человек, чтобы подумать. Досчитать до 4 хотя бы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Этот вот ритм, который человек должен понять как повторяющийся ритм, да, который не даст ему совершать слишком поспешные действия. Еще раз сесть и подумать. Вообще символика гроба у масонов — это, конечно, символика возрождения к новой жизни. А в данном случае мы видим пока еще погружение в гроб, да, то есть это не сам человек тут лежит, это просто гроб с надгробием, да, в виде рыцаря. Золотой цвет — это чистота помыслов.
твои мысли, которые ты обдумываешь, ты должен руководствоваться правильной, золотой мыслью, которая вот к тебе ближе всего, к твоей совести. Вот, поэтому из разных мыслей ты должен выбрать правильную. За окном как бы у нас есть символ мирской жизни, которая в красках цветет и бурлит там вот где-то там. А в закрытой келье ты должен провести ночь, либо 3 ночи часто. Вот они проводили тоже в раздумьях. Вообще стоит мне это делать, либо нет. Это такая пауза, в которую должен погрузиться человек перед решительными действиями. И еще раз подумать, надо делать, либо нет. Итог этого мы будем видеть в следующей карте. В пятерке, да, там уже активные действия, там прям динамика ситуации. А тут вот ощущение стабильности, спокойствия, погружения в свои собственные мысли. Карта часто выпадает на ощущение паузы, на ощущение закрытости в кабинете, в работе, да, на ощущение повторяемости чего-то. Для воздуха эта карта одна из сложных, так как воздуху нужно движение. Рост, что-то там, что-то делать, что-то новое, а не одни и те же мысли по кругу гонять. Это ощущение медитации, чтение мантр, да. Что такое медитация и чтение мантр? Мантра — это повторение одной и той же фразы по кругу. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, да, то есть еще раз, и еще раз, и еще раз. Ом мане падме ом мане падме, ну и вот это вот все, да. Человек таким образом приходит к просветлению, внутри себя находит ответы на вопросы и, руководствуясь, опять же, напомню, золотой цвет — это символ чистоты, это символ благородности побуждений, движимый благородными мыслями, он уже может что-то делать дальше. Вот. А если четверка мечей — это не отдых, а истощение и потеря силы? Правда ли, что четверка мечей — это изоляция, больница или тюрьма? Это одиночество. Это одиночество, это невозможность действовать. Это может быть и изоляцией, это может быть и больницей, и тюрьмой, это может быть и самоизоляцией, да, из благих побуждений, чтобы не заражать других, да. Это может быть и вынужденная самоизоляция, где ты думаешь, что весь этот коронавирус — это бред, это заговор рептилоидов, и нам сейчас все тут вживят чипы, да, и человек сидит, и его эти стены жмут, и он мысли одни и те же гоняет. Карта может быть как хорошей, так и плохой. Это может быть выздоровление, где человек рад побыть один дома, в тишине, спокойствии, да. Это одиночество, тишина, спокойствие. Кому-то в какой-то ситуации одиночество, тишина, спокойствие и возможность подумать — это благо, а кому-то это прям вообще плохо-плохо, ужас. Мне бы футбол бы, да, что тут думать, трясти надо, ну и прочее всякое такое. Каждому по-разному. Добрый вечер всем. Здравствуйте, здравствуйте, Наталья. Вот, собственно, вот такая символика карты. Про масонов можно почитать чуть-чуть больше, если вам интересно. Ребята там встречались очень-очень интересные. Ну и напомню, что основной целью деятельности масонов было приведение человечества к высшей цели, к тому, чтобы все было хорошо. Мы за все хорошее против всего плохого, так скажем. Вот. Поэтому они, кстати, и выгнали автора другой колоды, абсолютно противоположной по своим ощущениям. Хотя он тоже был масоном, тоже был в ордене Золотой Зари. Это Алистер Кроули, это прародитель современного сатанизма. Вот с масонами он не ужился, хотя как бы, ну, общался и очень тесно, плотно. Вот. По четверке мечей мы еще раз обдумали вот ту мысль, к которой мы пришли в тройке. Мы утвердились в своей мысли. Да? Что значит утвердиться в мысли? Это обдумать еще раз и сказать: да, я считаю, что я прав, я подумал хорошо, теперь я буду действовать. Ощущение того, что все, ждать больше нечего.
да, это ощущение пятерки. Нужно действовать. Что такое 5? 5 это вот 5 пальцев, это рука, это сжатый кулак, это ощущение полноты на каком-то этапе. Вот в одну руку может что-то влезть. Все, это максимум. Значит, это вот некая грань, некая граница. Дальше уже будет вторая рука, да, ну это уже будет потом. А пока вот у нас есть ощущение того, что все, мы все поняли, нужно действовать. Если твои расчеты оказались верны, ты, конечно, победишь. Вот. Очень часто к этой карте приписывают негативное значение, потому как Уэйт назвал эту в системе Золотой Зари пятерка мечей называлась Владыка Поражения. Плюс еще тут такая динамичная очень, динамичный рисунок облаков, такие рваные, как бы, да, такое небо ветреное. Ну, во-первых, это стихия воздуха. Воздух, он действует, да, это ветер, это действие, это динамика. Вот тут человек подействовал, тут человек сделал. Тут уже не столько рассуждение, тут скорее сказанное слово, которое, оно уже, если вылетело назад, его не вернешь. Это некий итог, промежуточный пусть по пятерке, но некий итог действия, да. Это ощущение того, что нужно делать, нужно взаимодействовать, нужно оказывать, а, нужно тебе как-то в эту ситуацию вклиниваться. Вот есть некая стабильная ситуация у других людей, у каждого из человека есть своя четверка мечей в этой ситуации. Ты со своим пятым мечом вклиниваешься в эту стабильность и нарушаешь ее с какой-то целью. Со своей, да, со своей внутренней. Ты пытаешься доказать другим людям, что твое слово весомее их, что твой меч острее их, мое кунг-фу сильнее твоего, да, я победю всех непременно. Вот, то есть человек действия доказывает себе, в первую очередь себе, что он чего-то стоит, что он прав. Он пришел к определенному выводу, утвердился по четверке мечей в своих мыслях и по пятерке начал доказывать другим. Наносить добро. Ну, в хорошем смысле, да, но в перевернутом, в плохом смысле пытаться их победить. Вот. Может, они не правы. По моей точке зрения, они не правы, я их пытаюсь переубедить, чтобы для себя доказать, что я молодец, я сильнее. По пятерке пентаклей мы с вами видим понимание того, что стабильность в финансах, в деньгах это хорошо, но деньги должны работать, деньги должны двигаться, да, нарушать эту стабильность, чтобы пойти в рост потом еще больше. Деньги нужно вкладывать, то есть их нужно как-то грамотно тратить, отдавать куда-то грамотно. Это вот, а для пентаклей, для Земли что-то отдавать от себя, нарушать стабильность, это всегда опасно. Поэтому вот тут пятерка — это ощущение опасности. Хотя движение — это жизнь, да, мы чувствуем. Тут вот, наверное, одна из самых правильных карт по пятеркам. Более или менее удачную аналогию нашел Уэйт. Я вам обещал показать, что это за палочные драки были, да, они есть и сейчас. Были рыбаки, по-моему, и судостроители. Две таких как бы не семьи, два района, либо как это, ну вот общности такие, да, в Венеции, в средневековой, Кастеллани и Николотти. До сих пор существует традиция на венецианском фестивале, где люди выходят стенка на стенку. Сейчас-то уже шуточно. Драки на палках, чтобы не убить, а просто подраться. Да? Там кто с кулаками, там кулачные бои, кто с палками. Оружие было запрещено на этих боях. Бои проводились, как правило, на мостах. Вот. И носили характер развлечения. Драка ради драки. Власти Венеции очень благосклонно на все это дело смотрели, так как считали, что ну пусть ребята пар выпустят, да, хоть не будут лезть на власть. И в принципе, да, эта штука оправдалась, так как в Венеции бунтов против власти замечено не было, ну, в то время.
пока вот была, значит, эта традиция использовалась, так скажем. До сих пор вот оно там есть, вот в виде уже таких скорее театрализованных противоборствований. Если вы были в Венеции, там вот на этих мостиках, на определенных, есть даже такие специальные как бы оттиски ступней, ног. Это начальная позиция, с которой стартовали противоположные стороны, как бы вот начало, да, то есть вот тут мы стали и на раз, два, три начали драться. Да? До сих пор там все это есть, все это помнят. Вот. Тут по пятерке мы с вами видим действие, активное и серьезное действие. Что такое действие по мечам? Это доказательство другому человеку, что он не прав, что я сильнее, что я более честный, более благородный и вообще. Но в первую очередь ты, конечно, по пятерке мечей доказываешь сам себе состоятельность своей мысли во взаимодействии с другими людьми. Что означают фигуры на пятерке мечей? Победитель, владыка поражения и люди пораженные, да, те, кого он поразил, победил, доказал кому-то, что я сильнее, мое кунг-фу лучше, я что-то знаю лучше тебя, да, у меня более точная информация. Это ощущение взаимодействия с социумом, окончательно, да, то есть ты вот я хочу не только себе доказать некую мысль, себе я как бы понял, да, вот к какому выводу я пришел. Теперь этот вывод я просовываю в выводы других людей, чтобы их переубедить. Они не правы, а я прав. Вот. Карта может быть как хорошей, так и плохой. Доказывать другим людям то, что ты не хуже, чем они, порой нужно, чтобы они поняли ошибочность своих действий. Чтобы ты, может быть, обломившись по пятерке, да, не всегда пятерка побеждает. Порой ты один вот из этих товарищей, да, из побежденных. Вот. Тут все зависит от того, как вы чувствуете эту карту. Если вы в момент гадания больше внимания обращаете на центральную фигуру, то значит, как бы вы на правильной стороне, да. Если вам что-то вот глубоко симпатичен вот тот дальний товарищ, да, может быть, по этой карте вы будете чувствовать, что я потерпел поражение в этот раз. Вот. Но пятерка это то, что ты можешь сделать для себя. Это то, что хорошо для тебя. Это ты доказываешь свои мысли. Вот пятерка или пятерня, да, это то, что можно взять в одну руку. Это то, что ты вот к себе ближе. Вот маешь в руке что-то, да, вот есть у тебя. Следующая карта это шестерка. Это ощущение того, что вот есть у тебя 5, есть еще что-то, есть еще одна сторона, да. Кроме тебя есть еще люди. И вообще, как бы доказывать всем другим, что ты вот самый-самый, ну это быстро становится скучным. И ты понимаешь, что надо не то, чтобы действием доказывать что-то другим людям, а можно своим действием просто другим людям помогать. Да, то есть ты просто берешь и помогаешь другим людям, ничего им уже не доказывая, не требуя от них ничего взамен, никакого признания, никакой славы. Истинное благородство– это помочь другому человеку, не требуя с него платы. Да? А для людей социально завязанных, для огненных людей, признание твоих заслуг, оно прям, ну вот очень чувственно, да, ты должен показывать свое желание другим людям, чтобы они пошли за тобой, ты их должен переубедить. Жезлы это не сила, жезлы это умение убедить другого человека в правильности твоего желания, чтобы они захотели так же, как ты, и пошли следом за тобой. Это сила авторитета, скорее, убеждения своими желаниями. По шестерке пентаклей ты помогаешь другим людям своими финансами, своими ресурсами, просто потому что ты можешь это сделать. У тебя из этой руки уже вываливается, у тебя больше, чем 5, у тебя 6. Ты можешь отдать это в другую руку. Туда, где этот палец будет в тему, да, шестое что-то ты можешь отдать, потому что тебе больше не надо, у тебя больше в руку не влезет.
по шестерке мечей ты понимаешь, что как бы можно помочь другим людям своими действиями, своими словами, своей поддержкой, найти для другого человека способ решения его проблемы. Ты можешь просто взять и просто ему помочь. Вот. Просто потому, что можешь, да, взять лодку и перевести. Эту карту очень часто трактуют как путешествие, да, просто потому что тут лодка, море, берег, река, да, то есть явно процесс путешествия. Но если бы речь шла просто о путешествии, здесь было бы достаточно одного человека, да. Вот, показать богатого человека можно просто показать человека с денежкой. А вот этот человек богатый, помогающий, да, меценат. А вот тут человек сильный, помогающий. Он перевозит там слабых, немощных, помогает им. Вот. Шестое чувство. Тут нет, это не чувство. Чувство это либо эмоция, либо ощущение. Ощущение это физическое чувство. Это вот слух, голос, вернее, как слух, обоняние, осязание, тактильное, либо как, вкус, да, то есть вот эти 5 чувств, это по сути 5 ощущений физических. Шестое чувство это скорее интуиция, это скорее эмоциональная сторона, это скорее высшая жрица. Тут нет шестого чувства, тут есть шестая мысль, которая тебе уже лишняя, ты можешь эту мысль отдать другому человеку, поделиться своей идеей, потому что от тебя не убудет. Информация это не что-то ощутимое, да, это, скажем так, это то, что ты потерять не можешь, да. То есть, если у тебя есть некая информация, ну вот как у меня, да, я делюсь с вами информацией. У меня от этого меньше ее в голове не становится. Я могу ее просто вам дать, эту инфу, пользуйтесь, пожалуйста, что мне жалко, что ли? Вот. Так что это скорее карта взаимопомощи, карта некоего действия, да, может быть и как один из второго, третьего пласта смыслов, это и как переезд, перевоз, да, очень часто у меня эта карта выпадает на ощущение, что а, человек всех своих тараканов перевозит вместе с собой, да, при переезде. Это не значит, что он решает все свои проблемы, да. Если проблема в нем, то проблема переедет вместе с ним. Вот один из подсмыслов этой карты, вот мой личный, да. У вас это может быть абсолютно другой смысл, да. Может быть, какие-то надежды, путь к надеждам, что угодно. Но в первую очередь, шестерки это то, что ты выпускаешь из руки от того, что 5 это максимум одной руки. А вот шестое это то, что ты можешь отдать. Семерка. Интересная карта. 6 мечей это плыть по течению или бегство. Все зависит от вашей ситуации. Это может быть и плыть по течению, это может быть и бегство. Если вы трактуете карты напрямую просто как видите, то как бы, любую символику берите и все. У вас будет работать. Вот. Семерка мечей. Напомню, цифра 7 это много. Символика множества, вот оно выросло, много, можно отдохнуть, подождать, пока созреет. Да? И так много, урожай задался. 7 жезлов это много желаний, да, у тебя есть свое желание, но есть много желающих на твое место. Знаете, как это? Ничего, ничего, желающие найдутся, их много. Вот это ощущение множества. 7 раз отмерь один, отрежь на седьмом небе, значит, очень высоко. Седьмой сын седьмого сына, значит, в каком-то там очень давно, да. Вот. Семеро одного не ждут, да. 7. Что такое 7 мечей? 7 сил, 7 знаний. Хитроумие, в первую очередь, если в негативном смысле, афера, обман, жульничество, воровство. В хорошем смысле это изворотливость ума, умение составить сложные комбинации, где есть много мыслей.
А семерка это то, что не может, ну, считается, что человек одновременно в голове может держать где-то 5-7 символов. Вот. Есть определенные там какие-то очень умные люди, они там могут запомнить очень много символов сразу, вот, но, как правило, в оперативной памяти человека помещается в среднем 7, как это, ощущений, да, цифр там, либо что-то такое, что там нужно запомнить, 7 символов. Теперь, собственно, по символике самой карты. Мечи, воздух — это благородство, да, это власть, это сила. Ты понимаешь, что слово не воробей, данное слово нужно держать, обещание и прочее, прочее. Как правило, мечи — это символ благородства, да? Дворянство, там, графья и прочее, они такие все были. Слово дворянина, да? Вы что? Вот. А тут такая карта. Как происходили в средневековье битвы. Да? Два войска сходились в чистом поле. Вот, либо на пересеченной местности. Становились друг напротив друга и, собственно, сшибались. Да? Там дрались, пока не стемнеет. Как стемнеет, драться сложно. Прожекторов еще нет, приборов ночного видения тоже нет. Поэтому расходились по своим лагерям и ждали как бы утра. Мы видим с вами на заднем плане палаточный лагерь, военный. Люди сидят у костра с пиками, с копьями, да, ночная стража. Вот. А человек под сенью ночи крадет оружие. Золотой фон — это благородность мыслей. Из благих побуждений, чтобы избежать кровопролития, силового воздействия, нужно сесть, подумать, придумать что-то такое хитроумное, чтобы победить заранее, до начала битвы. Да? Победить заранее до начала битвы — это так расставить войска, чтобы выиграть завтра. Да? Это так придумать какие-то хитроумные комбинации, которые тебе позволят сделать то, что ты хочешь сделать. Да? Это не ограбление банка, да, потому что ограбление банка — это просто зайти и силой взять, заставить отдать, угрожая некой информацией, что я тебя убью, у меня есть оружие, у меня есть меч, да, просто наставляешь пистолет, силой забираешь то, что ты хочешь. Семерка мечей — это хитроумие, это умение так заставить расстаться с чем-то ценным. Помните фильм «11 друзей Оушена»? Они же все преступники, да? Они вот тоже вот воры, воришки, да? Но они такие благородные, и они такие хитроумные. Они не вваливаются в казино, не грабят вот так вот, потому что понимают, что не могут. Они составляют хитроумные комбинации, где все рассчитано по секундам, причем все это взаимодействие, все это воздействие на определенных людей, либо информацией, либо в прямом смысле слова действия. Поэтому семерка мечей по этой карте — это хитрое действие, афера, что-то продуманное заранее, что человек делает, чтобы избежать грубого воздействия. То есть, ну, хитростью, да, то есть так вот не сказать все, да, вот как-то так повоздействовать дипломатичненько, так скажем, понимаете? Как послать человека так, чтобы он не понял, что его послали, да? А, Хитроумие, словоизворотливость такая вот. Человек на семерке мечей может ранить себя своей же хитростью. Конечно, он мечи несет, заметьте как. Это вот, кстати, хорошее замечание, потому что одной из традиционных таких оговорок, это что вот он мечи несет как палки, да, просто вот за острия берет. Это значит, что человек, в принципе, в такие моменты может сам пораниться своими же действиями. Тут, видите, вот тут человек о себе думает. Вот.
А тут он как бы думает о том, как обмануть другого. Но, опять же, с благородной целью. Мы помним, что Уэйд, давая золотой фон, всегда подчеркивал благородство намерений. Поэтому это как бы жулик, но это такой, знаете, по рыцарским понятиям, да, это, конечно, обман. И так делать нельзя. Но так можно выиграть войну, избежав ненужного кровопролития. Это как бы благие намерения. То есть вот карта об этом. Не о том, что он просто крадет, а он не хочет убивать людей. Он не держит мечи за рукоятки, чтобы ими бить. Он их как палки уносит с поля битвы, чтобы не убились. Вот. Тут, когда ты понимаешь, что мало того, что ты сам что-то можешь сделать для других людей, ты можешь еще и повоздействовать хитростью, хитроумием как-то лишить других людей их аргументов, да? По восьмерке рано или поздно ты понимаешь, что аргументы, они не бесконечны. Рано или поздно они заканчиваются, и ты заходишь в тупик. Восьмерка это ощущение нарастания чего-то, нарастание темпа, ритма движения. Нужно все время, ты чувствуешь, что твои желания все время меняются, они все время растут. По восьмерке жезлов мы помним, что там был оттенок быстроты действий. Нужно было бросить восьмую палку, пока первая не коснулась еще земли. Это вот с копьями эти истории, да? Вот, по восьмерке Пентаклей ситуация более спокойная, так как это земля, да, стабильная, инертная земля, да, он просто делает, наращивает количество того, что у него есть просто потому, что процесс идет, ему нравится, да. А наращивание смыслов, наращивание идей, все больше и больше слов, рано или поздно тебя загонят в западню, в ситуацию, где слишком много сказанных слов, слишком много сделанных дел, слишком много воздействий, рано или поздно возьмут тебя в кольцо. И решать их нужно аккуратно, спокойно, не спеша. Смотрите, тут сама карта как прорисована. Девушка идет по заболоченной местности, да, то есть тут явно видно такая земля, то ли вода, то ли земля, то есть это и не река, не берег реки, это не ручей такой вот, просто ручей, это такая вот болотистая местность, неровная, зыбкая почва, да, ощущение того, что двигаться нужно аккуратно, и острия мечей рядом, да, и двигаться нужно как по болоту, сначала пощупать, проверить, а потом уже двигаться. Вот. То есть мы понимаем, что 7 раз отмерь, один отрежь, резать нужно аккуратно, осторожно. Восьмерка это определенные действия, которые человек должен делать, смирившись с некой мыслью. С мыслью о том, что как бы сделать за других чужую работу ты не можешь. Многие вещи тебе приходится делать самому, даже те, которые не нравятся, даже те, на которые ты не способен, у тебя нет сил на это, поэтому нужно действовать аккуратно, осторожно. Слишком много слов это тоже плохо. Человек постепенно приходит к мысли, что вообще нужно действовать аккуратнее. Вот. Причем, заметьте, об аккуратности раньше речь особо не шла, разве что только в четверке мечей, где человек думал, что вообще нужно сначала подумать, да, утвердиться в своей мысли, еще раз перепроверить все данные перед тем, как начать действовать. А восьмерка это такая как бы двойная четверка, где человек должен вдвойне быть более внимательным, вдвойне быть более осторожным, так как он уже не в этой своей келье, да, а на открытом просторе. Ему надо действовать, ему приходится двигаться. Причем он понимает, что чем больше он знает, тем меньше он знает. Помните, как у кого? У Платона, у Сократа, я не помню честно, у кого точно. Чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Чем больше, научаясь чему-то, человек начинает понимать, что вообще-то он знает очень мало. Да? И что чем больше ты узнаешь, тем более широкие горизонты перед тобой открываются, и ты понимаешь, что ты вообще-то раньше ошибался, да, и действовать нужно аккуратно, осторожно, чтобы не ошибиться в будущем.
пораниться очень легко. Это ситуация такая вынужденно закрытая, да. Если по четверке в келье ты отдыхал и предавался размышлениям самостоятельно, по добровольной инициативе, с тем, чтобы что-то лучше в себе понять, то тут ты понимаешь, что быстро понять что-то в окружающем тебя мире очень-очень сложно, так как у всех, ну, точек зрения других людей больше, чем у тебя в любом случае. Всегда найдется товарищ, который сможет тебя переубедить. Вот, поэтому за свои слова нужно отвечать, их нужно контролировать, нужно быть очень аккуратным и осторожным, и перед тем, как сделать шаг, нужно проверить почву. Не утонешь ли ты в болоте? Девушка на 8 похожа на фигуру на 2? Давайте сравним. Платье красное, руки связаны, глаза завязаны. Разве что глаза завязаны. Ощущение того, что ты чего-то не знаешь, что ты чего-то не видишь, у тебя нет всей инфы. Это вот все, что их объединяет. А ощущение того, что как бы ты всего не видишь, ты всего не знаешь, ты в чем-то можешь ошибиться. Да? Двойка мечей — это сомнение. Восьмерка — это такие сомнения, как когда ты понимаешь, что ты не просто что-то не знаешь, что ты сделать-то ничего не можешь. У тебя руки связаны, глаза завязаны, идти ты можешь только на ощупь, аккуратненько и не спеша. Но идти надо, действовать нужно. Это тоже карта действия, но карта вынужденного действия. Там, где человек понимает, что по 7 мечей лучше бы не драться. Давайте я украду у них оружие, лишу их аргументов, чтобы мы не спорили. А по 8, как бы ты понимаешь, что все мечи ты украсить не можешь, всех переубедить ты не можешь. Нужно отвечать за свои слова, как-то держать ответ. Да? А это сложно. Вот. По 9 мечей человек рано или поздно знакомится со страхом. И вот это уже явление варианта мудрости. Потому как, ну, смотрите, что за карта? Женщина сидит в кровати, она явно не ложится спать, она вскакивает, да, она плачет от того, что ей приснился кошмар. Вот, она чего-то испугалась, как правило, того, чего в нашей жизни нет, от того, что сон — это то, чего в нашей жизни нет. Да? Это как бы то, что есть в нас. Это те сомнения, которые не подтвердились. Ты вроде справился, ты вышел из этого положения, вышел из этого опасного окружения, ты избежал боестолкновений, избежал ран, но ты понимаешь, что жизнь продолжается. Вот, ты понимаешь, что действовать нужно еще в будущем, и ты боишься, что вдруг я ошибусь. Это карта страхов. Вот тут уже явно отчетливый страх от того, что у нас тут просто нарисована женщина, которая боится. Вот. Не просто опасается чего-то и пытается закрыться в ощущении закрытости обороны себя. По 8 страх может быть от того, что ты боишься сделать что-то не так. А тут ты просто боишься ошибиться где-то в будущем. Почему в будущем? Либо ты боишься чего-то того, чего нас на самом деле нет. Придуманные опасения от того, что человек проснулся от кошмара. А кошмар — это то, что есть только у тебя в голове. Это только твои собственные мысли. Никто тебя не хочет завоевать, никто не хочет там что-то тебе сделать. Это просто ты боишься, а вдруг придут, заберут. А вдруг придут, что-то сделают плохое, да? А вдруг я не справлюсь, а вдруг я не сдам экзамен. Хотя вроде бы, ну, я понимаю, что решение проблемы, вот оно уже совсем-совсем, да? Вот. Но вот есть страх. Страх, он может быть и положительным в этой карте. Читала, что это продуманные страхи, придуманные страхи. Так ли это? Но вот, собственно, об этом я и говорю, что эти страхи могут быть придуманными, так как человек просто их себе приснил как бы в кошмаре. Кошмар — это то, чего нет, да? Ты просыпаешься в своей собственной постели, ты понимаешь, что тебе ничего не грозит в реальности, вокруг твой родной дом, но тебя еще колотит от страха, от того, чего по сути нет. Вот. Однако, значение карт, то есть
Уэйд нарисовал, ну, с помощью Мэри Колман Смит, нарисовал просто человека, который боится. Вот. Однако, страх это не всегда плохо. Положительное значение карты может ли быть? Может быть, конечно. Страх это то, чего нельзя лишаться. И заметьте, это девятка, да, это итоговые сомнения. Это сомнения перед самым экзаменом. Я вроде бы все выучил, а вдруг там что-нибудь такое спросят, вдруг я вот забуду, вдруг я вот что-то такое, да. Это понимание того, что ты, в принципе, уже, ну, сделал все, что можно сделать, да, можно и отдохнуть. Ты сделал все, что можно сделать, можно просто вдохнуть перед решающим действием, да, то есть я почти все атаки отбил, нужно просто быть внимательнее, да, чтобы справиться с последней, да. 9 это всегда ощущение того, что вот она рядышком уже итог, это почти уже, почти, вот. То есть это почти уверенность в себе, это почти справился с проблемой, это почти оказал воздействие, сделал то, что тебе нужно было сделать. Но всегда есть вариант, а что если вдруг, а вдруг не получится, а вдруг я не смогу, вдруг мне не хватит сил. Вот. Чувство вины. Это чувство вины, это скорее самобичевание. Это может быть как чувство вины, там скорее совесть. Это что-то более глубокое. Это либо по кубкам, может быть, чувство вины, либо по тройке этих мечей, чувство вины. Это вот что-то сделал, ошибся и понял, что другому человеку стало плохо, да, и у тебя ощущение изменилось, мысли пошли в другую сторону. А вот тут тут не чувство вины, тут понимание того, что тебе нужно делать, понимание неотвратимости этого действия, просто страх, что что у тебя не получится. Итоговые сомнения, как бы. Мечи — это всегда мысли. Мысли — это работа мозга, это всегда сомнения. Что такое мысль? Это вот если вы не сомневаетесь, вы просто делаете, да? А вот. Но если вы сомневаетесь, вы начинаете думать. А может быть не так. Да, то есть мы уходим с вами опять к двойке мечей, к сомнениям. Девятка мечей — это страх, который может быть и положительным, правильным. Например, по девятке мечей два пещерных человека стоят перед пещерой новой, они там еще не были. Там может быть что-то вкусное, что-то полезное, это может быть хороший новый дом. Один, который смелый, он говорит, давай зайдем. Второй, который ощущает страх, опасение, да, он говорит, а вдруг там пещерный тигр. Вот. Тот, который не ощущает чувства страха, у него нет сомнений, он идет, и его таки сжирает этот пещерный тигр, медведь, либо кто там, да. А тот, кто не потерял страх, он выживает, дает потомство, да. Поэтому мы с вами, люди вот тех трусливых пещерных людей, которые не полезли в незнакомую пещеру, потому что, ну а мало ли что может быть. А вдруг там что-то такое, вот что-то страшное, ужасное. Поэтому справедливое опасение — это вот хорошее значение этой карты. Понимаете? Вот, поэтому перед тем, как что-то делать, нужно тщательно подумать. Нужно ощутить страх ошибиться, но он должен давать вам чувство уверенности в себе. Вот это одна из самых сложных карт. По десятке мечей. Давайте будем двигаться к финалу. Традиционно замечу, что придворные карты у нас будут выделены в отдельную лекцию, где я буду рассматривать их сразу все, сразу пачкой, так как там, в принципе, один и тот же принцип, просто в разных мастях. Да? Вот. 10 мечей. Что за человек, пронзенный сразу таким большим количеством мечей? Зачем так много, да? И почему у этой карты очень часто идет традиционное значение незаконченности? Хотя, казалось бы, да, это конец цифрового ряда, это итог, финал. Однако, перевернутая карта может значить незаконченность действия. Почему?
Что это за символика вообще, да? То есть по итогу мы возвращаемся с вами к тому, что Артур Эдвард Уэйт как религиозный человек, как поствикторианский англичанин не мог напрямую такие вот уважаемые символы тыкать в карты, совать, да, и его бы, ну, его бы не поняли, так делать нельзя. Вот. В картах рисовать вот такие штуки это как бы грешно, да? Святой Себастьян, от чего не законченность действия, да, казалось бы, вроде тут стрелы, да, а там мечи. Однако и стрелы, и мечи — это острое, режущее, воздействующее на другого человека действие. Слово, да, то есть, ну вот что-то, что может ранить, что-то, что может убить, что-то, что на тебя воздействует силой, да, силой протыкает кожу, да. В принципе, пики, почему пики? Потому что они колющие, да, это вот русское значение. Вот. А мечи ими точно так же кололи, даже это было более часто развито в эпоху Возрождения, там шпагами просто кололи. Святой Себастьян, его по христианскому мифу, да, его повели на казнь путем расстрела лучниками. И весь прикол в том, что его не убили до конца. Его истыкали всего стрелами и бросили умирать. Решили, что ну тут не жилец точно. Ночью пришла женщина по имени, по-моему, Ирина, спасла святого Себастьяна. И он вернулся потом еще раз доказывать свою правоту, да, еще раз вернулся. То есть это символика того, что как бы ты его убиваешь, а он все никак и никак, все встает и возвращается. Это символика нерешенных проблем, незаконченных дел, которые приходят к тебе снова и снова, и ты вынужден их доделывать. Вот. Вот такая штука, вот такая вещь. По итогу святого Себастьяна таки камнями забили. Ваш враг на этой карте таки должен умереть. Его убивают все-таки. Вот, то есть это ощущение того, что со своими проблемами нужно разбираться до конца. Иначе оно встанет, придет и будет опять тебе ковырять мозг. Да, что вот, ну ты подумай, может быть, все-таки если уже ты понял, что сомнения нужно оставить позади, все страхи нужно оставить позади, да, то, собственно, ну, уже действуй до самого конца. Вот. Завершай свои дела. Вот такая символика. Как бы традиционно эти две карты считаются не очень хорошие из-за темного фона, потому как сомнения в партнере и необходимость довести некий разговор до конца, выяснить и расставить все точки над «и». Это неприятный процесс в сфере общения между влюбленными, либо между партнерами, между мужем и женой. Сама символика разговора, выяснение отношений, да, и доказательств другому человеку своей правоты — это очень серьезная тема для влюбленных, поэтому эта масть такая, как бы, считается не очень хорошей. Но по сути это просто символика, это просто значение, да. Если по работе, то это просто проблемы, которые нужно решать, причем решать до конца. Если по здоровью, то это болезнь, которая может вернуться снова и снова, да, ее нужно долечить до конца все-таки, чтобы она не вернулась и прочее. Я называю эту карту дно. Да, но там, смотрите, там есть рассвет, золотой рассвет, да. Вот очень хорошая символика. Уэйд все-таки свой орден сюда впихнул чуть-чуть, да. Это символика того, что самое темное время суток перед рассветом. Да, это дно, это то, ниже чего падать уже нельзя. После дна можно только вверх. В дно можно оттолкнуться ногами и всплыть вверх. Вот такая... Но сначала ты должен дойти до самого дна, да, то есть до самой последней десятки, то есть вот этим мечом до конца все-таки добить свою проблему, добить своего врага окончательно, не зная жалости, то есть, ну, имея твердость. Жалость — это если ты понимаешь, у тебя есть сомнения, а вдруг он может измениться. По десятке сомнений у тебя уже быть не должно. Уж если как взялся за гуш
не говори, что не идешь. Почему 10 мечей, 10 жезлов, как мужские масти, носит негативный смысл, а 10 кубков, как женские, 10 пентаклей позитивно? Хороший вопрос, но глубокий. А у меня уже нет времени сегодня, да. Поэтому с этого вопроса мы начнем, вернее, не начнем, а этим вопросом мы закончим следующую лекцию. Раз уж вы спрашиваете про десятку кубков, то к десятке кубков мы придем в четверг, где я вам обязательно расскажу о том, что такое религия, почему кубки это религия, любовь, да, хотя можно было просто сердечки, да, дать, допустим. Почему именно кубки? О, это прям такая история, она мне очень-очень нравится. Обязательно вам ее расскажу. Ну и, соответственно, те, кто первый раз на моих лекциях на живых присутствует, подписывайтесь. Там есть еще целый ряд лекций. Старшие арканы, младшие арканы. В четверг мы заканчиваем младшие арканы, цифровые карты. И я думаю, на следующей неделе мы еще возьмем с вами эти придворные карты. Объясню вам структуру и иерархию карт Таро, кто там почему главный и почему он главный вообще. Вот такие дела, пироги. Так, где у нас тут что? Вот, на этом закончим сегодня. Вам спасибо за присутствие, спасибо за вопросы. Вот, ну и ставьте лайки, да, там, ну, все, что на ютубе принято, сделайте, пожалуйста, если вам не сложно. До четверга увидимся с вами. Всем пока.